Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я хочу вам показать новое пополнение своей коллекции фильмами, но на физических носителях, то есть на Blu-ray, в том числе в формате 4К, а также на DVD. В сегодняшнем видео, так же как и в двух предыдущих видео, будет 30 изданий, 8 из которых будут иностранные, в том числе 3 с русским языком, а также 12 российских изданий на Blu-ray и 10 российских изданий на DVD. И начать я хочу, как обычно, с иностранных изданий. И начну с тех иностранных изданий, где присутствует русский язык. И первый такой фильм, это у нас анимационный фильм от студии Disney «Оливер и компания». Это анимационная интерпретация от Disney истории об Оливере Твисте. Собственно, поэтому так главного героя и назвали. Просто здесь главные герои частично заменены животными, в отличие от оригинальной книги. Но люди в данной вселенной данного фильма есть. Поэтому такая история. Здесь у данного издания 2 диска, DVD и Blu-ray. Русский язык присутствует на Blu-ray, DVD без русского языка и залочено на первый регион. Это американское издание этого фильма. Здесь русский язык представлен на Blu-ray как с субтитрами, так и русской звуковой дорожкой. И этот мультфильм «Оливер и компания» был последним перед эпохой диснеевского ренессанса, то есть он вышел перед «Русалочкой», данный фильм. Такое вот издание, анимационный фильм от студии Disney «Оливер и компания». Далее переходим к следующей картине. Это известная комедия режиссера Сидни Поллака «Тутси» с участием Дастина Хоффмана. Это испанское издание. Такой вот простой накаткой, где много значков и просто название фильма. Это одна из тех картин, из тех комедий, где главный герой, мужчина, вынужден переодеваться в женщину, там из-за разных обстоятельств. Из таких картин у меня есть «Миссис Даутфайр» и «В джазе только девушки». И вот добавилась к этим двум фильмам картина «Тутси» режиссера Сидни Поллака с участием Дастина Хоффмана. Такое вот издание. И, наконец, третий фильм, у которого есть русский язык. Вот тут все забыл сказать, русский язык представлен как с субтитрами, так и русской звуковой дорожкой в виде многоголосого закадрового перевода. И переходим к третьему фильму с русским языком, с русской звуковой дорожкой. Это у нас фильм «День, когда Земля остановилась». Это ремейк картины 50-х годов, современный ремейк 2008 года с участием Киану Ривза. Это фантастический фильм про нашествие пришельцев. Русский язык здесь представлен как дубляжом, так и субтитрами. Издание само, как можем видеть по значкам, английское, британское. И появился этот фильм у меня в коллекцию. Теперь надо найти оригинальный фильм 50-х годов, который также выходил в формате Blu-ray. «День, когда Земля остановилась» с участием актера Киану Ривза. И это были все 3 фильма, у которых есть русский язык. А далее будут 5 фильмов, у которого нет русский язык, и которые можно объединить тем, что это либо новые части больших франшиз, либо продолжение, либо наоборот оригинальные фильмы. К тем фильмам, которые у меня уже есть, и всех собираюсь показать. Первые 2 картины, это у нас издание в формате 4К.
И первая из них это у нас «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза. И в главной роли Бэтмена здесь у нас снялся актер Роберт Паттинсон. Такое вот издание в 4К. В слипе. По значку мы можем видеть, что это британское издание. Сегодня много британских изданий. И в данном издании у нас реклама. Фильм в формате 4К. Фильм на Blu-ray. И также отдельный диск с дополнительными материалами к данной картине. Такое вот издание. И это у меня добавляется к большому числу фильмов про Бэтмена, которые есть в коллекции. Бэтмен Мэтта Ривза с участием Роберта Паттинсона. Такое вот издание в формате 4К. И, наконец, второй фильм в формате 4К, который мне удалось достать. Это картина «Кот в сапогах. Последнее желание». Также у нас в формате 4К. Это уже американское издание, как мы можем здесь увидеть. Здесь также два диска. Blu-ray с простой накаткой и 4К уже у нас с нормальной такой накаткой с изображением. Первая часть у меня в коллекции также есть. Так же, как и 4 части Шрека. Поэтому пока данная вселенная, данная франшиза, если брать полнометражные фильмы, у меня полностью собрана. «Кот в сапогах. Последнее желание». Стоит сказать, что эти два издания покупал в разных местах, но если сложить, обошлись мне достаточно недорого. То есть, если сложить, то получится примерно 400-4,5 тысячи рублей. Два издания в разных местах приобретенные обошлись мне этих фильмов. Такое вот кино. Далее переходим к обычному Blu-ray, но также иностранное издание без русского языка. И первое у нас такое Blu-ray без русского языка. Это у нас картина «Зверопой 2». Анимационный фильм от студии Illumination. Музыкальный фильм. Собственно, поэтому он так и называется. Где у нас главные герои животные. И это продолжение фильма «Зверопой», который также есть у меня в коллекции. И «Зверопой 2» это опять же британское издание. Такие вот два анимационных фильма музыкальных от студии Illumination. Далее переходим к следующей картине. И следующий фильм это у нас картина с Анджелиной Джоли в главной роли. Фильм «Малефисента. Владычица тьмы». Такое вот издание. Фильм 2012 года, который уже не успел выйти с русским языком. Но вот приобрел такое вот издание. Также у нас британское, английское издание. В главной роли у нас здесь так же, как и в первой картине, Анджелина Джоли. И у меня также есть в коллекции и первый фильм «Малефисента». Внутренний арт у данного издания есть. И «Малефисента» является как бы переосмыслением, ремейком фильма мультипликационного про спящую принцессу.
такое вот издание, продолжение, сиквел Малефисенты появилось у меня в коллекции. И, наконец, последнее иностранное издание. Это «Дракон Пита». Анимационный фильм, в котором у нас живые актеры сочетаются с анимацией. Фильм из 70-х годов. То есть у нас есть нарисованный дракон в данном фильме. Кроме того, этот дракон может исчезать. Это музыкальная картина от Disney. И это также британское издание. И к данному фильму у меня есть его ремейк 2016 года, который называется «Пит и его дракон». Есть отличия, помимо того, что здесь уже здесь уже дракон сделан с помощью компьютерной графики. Здесь также сам фильм не музыкальный. Такие вот различия есть заметные между двумя этими картинами. И также присутствует внутренний арт у данного издания. Такие вот две картины. Оригинальный фильм и его ремейк из 10-х годов, из 2016 года. Это был последнее иностранное издание на сегодняшнем видео. И далее будут российские издания. И первое из них — это у нас фильм режиссера Гаса Ван Сента «Умница Уилл Хантинг». Известная картина, за которую Мэтт Дэймон с Беном Аффлеком получили Оскар за лучший оригинальный сценарий. Также Робин Уильямс за роль в данной картине получил свой единственный Оскар. Раньше данный фильм был у меня на DVD, но удалось его по приемлемой цене найти на Blu-ray, в формате Blu-ray. Такой вот известный фильм «Умница Уилл Хантинг». Далее переходим к следующей картине. И это фильм с Робертом Дауни-младший. Фильм с Робертом Дауни-младшего из 10-х годов, которого мне не хватало в коллекции. Фильм «Судья». Как можно понять из названия, здесь у нас рассказывается про судью. Это сын этого судьи. Здесь помимо Роберта Дауни-младшего снялся другой Роберт Дюваль. И наконец-то данная картина появилась у меня в коллекции. Фильм «Судья». Далее, следующий фильм. Это у нас фильм «Катастрофа» Роланда Эммериха под названием 2012, который вышел в 2012 году. Точнее, в 2009 году. Оно посвящено событиям, которые предполагались, должны были быть в 2012 году. Такое вот издание. Фильм Роланда Эммериха 2012. Далее. Идем к следующей картине. Это фильм режиссера Энди Мускетти, которого вы можете знать по картинам по двум частям «Оно». А это его первый фильм «Мама». Режиссер Энди Мускетти, продюсер Гильермо Дель Торо. А в главной роли здесь снялась актриса Джессика Честейн. Фильм «Мама». Это у нас фильм ужасов. И появился у меня в коллекции издание данного фильма на Blu-ray. «Мама». Далее переходим к следующей картине. Это у нас романтическая комедия от режиссера Нэнси Мейерс под названием «Отпуск по обмену». В данной романтической комедии у нас снялись Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет, Джуд Лоу и Джек Блэк. Такая вот накатка у данного издания. И брал его вместе с другими изданиями из актерского состава.
поэтому решил приобрести себе в коллекцию издание данного фильма. «Отпуск по обмену». Далее следующая картина. Это приключенческий фильм с участием Роберта Паттинсона. Еще один фильм с ним в сегодняшнем видео. Это картина «Затерянный город Z». Также здесь у нас снялись Чарли Ханнем и Сиенна Миллер. Экранизация соответствующей книги по таким же названиям. Здесь у нас приключения в данной картине. «Затерянный город Z». Далее, следующий фильм — это комедия со Стивом Мартином «Розовая пантера 2». Могла бы быть и первая часть, я ее даже заказал, но оказалось, что она не воспроизводится, поэтому пока только вторая часть коллекции. А первая часть, как получится, может когда-нибудь появится в коллекцию, но есть проблемы с его воспроизведением, поэтому не знаю, есть ли живые экземпляры первой части или нет. Здесь мы видим внутренний арт с главным героем, с инспектором Клюзо. Давно хотел себе в коллекцию и первую, и вторую часть, но пока, как я сказал, только вторая часть есть в коллекции. «Розовая пантера 2». Далее еще одна картина про судью с названием «Судья», а именно «Судья Дред» 3D. Такое вот издание простое. Здесь у нас 3D и 2D на одном диске. Ремейк известного фильма с участием Сильвестра Сталлоне. А здесь эту роль играет актер Карл Урбан. Такой вот фильм. «Судья Дред». Здесь у нас рассказывается про будущее. И вот Карл Урбан играет одного из таких вот судей. Судью Дреда. Такое вот издание появилось у него в коллекции с данным фильмом. Далее следующая картина. Это фильм с участием Адама Сэндлера от режиссера Криса Коламбуса «Пиксели». Также здесь снялись Кевин Джеймс, Мишель Монахан, Питер Динклэйдж и Джош Гад. Необычный взгляд на нападение пришельцев на Землю. То есть здесь они нападают в виде персонажей компьютерных игр в таком вот виде. Из-за этого решил себе приобрести в коллекцию данный фильм. Фильм Криса Коламбуса с Адамом Сэндлером «Пиксели». Далее переходим к следующему фильму. И этот фильм от на то время братьев Вачовски, сейчас это уже сестры Вачовски, фильм «Спиди Гонщик». Это ремейк с живыми актерами известного аниме-сериала японского. А это данная история в виде фильма с живыми актерами, который сняли на тот момент братья Вачовски. Еще один фильм от них появился в коллекции. Фильм «Спиди Гонщик». И осталось еще два издания на Blu-ray. Они объединены тем, что это советские фильмы от одного режиссера. Первый фильм — это картина «Карнавальная ночь», известный новогодний фильм Эльдара Рязанова, где у нас снялись Людмила Гурченко, Игорь Ильинский. Нашел данное издание себя в городе. Не так-то просто сейчас найти
данный фильм, и чтобы он был именно на литье. Потому что найти его на болванке не проблема. Вот чтобы он был на литье, сейчас не так часто встречаются объявления с данным фильмом. А также вторая картина, опять же от Эльдара Рязанова, где у нас снялись Лариса Голубкина, Юра Яковлев, тот же самый Игорь Ильинский, «Гусарская баллада». Фильм, в котором герои разговаривают стихами, в котором также есть песни, музыкальная комедия «Гусарская баллада». Его нашел вместе с «Карнавальной ночью» у себя в городе. И он также встречается в объявлениях не так часто. И поэтому хорошо, что нашел эти обе картины на литье. Два фильма Эльдара Рязанова: «Карнавальная ночь» и «Гусарская баллада». Это были последние фильмы на Blu-ray, которые я хотел вам сегодня показать. Следующие картины уже будут в формате DVD. И первые 5 из них объединены одним режиссером, а именно режиссером Александра Роу. И это сказки Александра Роу. Все эти сказки будут в одном формате издания, а именно в формате диджипака. Первый — это «Огонь, вода и медные трубы». Видение название на английском у данного фильма. Так как данное издание предполагалось также подавать за рубежом, поэтому здесь присутствуют русские дорожки. Помимо русской дорожки также присутствует английская и французская дорожка на всех изданиях. Также на одном есть испанская дорожка. Также большее количество языков представлено субтитрами. Есть дополнительные материалы. И все данные издания, которые я покажу, будут в формате DVD 9. То есть полноценные издания. Это у нас сказка Александра Роу «Огонь, вода и медные трубы». Далее следующая сказка Александра Роу в таком же формате: «Варвара краса, длинная коса». Также есть у нас название на английском, также есть на русском название. Такой вот орнамент внутри. Вторая сказка Александра Роу в сегодняшнем видео. Далее следующая сказка — это «Марья Искусница». В таком же формате, также много языков, субтитры, дополнительные материалы. «Марья Искусница». Далее последний фильм, который он успел закончить, Александра Роу, это «Золотые рога». The Golden Horns. И, наконец, последний фильм, но, пожалуй, самый культовый из картин Александра Роу. Это у нас «Морозко». Father Frost. «Морозко». Такой вот орнамент со снежинками, видимо, внутри. Такие вот 5 изданий со сказками Александра Роу в формате диджипаков и хорошим наполнением появился у меня в коллекции в формате DVD. Далее 2 издания на DVD в стекле. Первое — это у нас картина с Адамом Сэндлером и Дрю Берримор «Певец на свадьбе». От CP Digital. Такая вот накатка. Внутренний арт с 2 женщинами. «Певец на свадьбе». Это известный фильм, известная комедия из 90-х с участием
Адама Сэндлера. «Певец на свадьбе». Далее. Второй фильм в стекле. Это у нас картина от режиссера Франсиса Вебера с участием Жана Рено и Жерара Депардье «Невезучие». Также в стекле. И здесь мы видим накатку, которая повторяет оформление обложки, а также два изображения с двумя главными героями в исполнении Жерара Депардье и Жана Рено. Комедия из 2000-х годов с этими актерами «Невезучие». Наконец, осталось 3 фильма на DVD. И первое — это картина с актером Джоном Траволта и Оливией Ньютон-Джон. «Бриолин». Здесь у нас «Свидание в слипе». Здесь такое же оформление, как и на слипе. И накатка диска. Данный фильм на Blu-ray не выходил с русским языком, поэтому приобрел себе такое вот издание в формате DVD. Фильм с Джоном Траволта «Бриолин». Далее, следующая картина. Это у нас фильм режиссера Стивена Содерберга «Солярис» по роману Станислава Лема. В главной роли Джордж Клуни. Это вторая экранизация данной книжки, которая у меня есть в коллекции, которая появилась в коллекции. До этого у меня была советская экранизация Андрея Тарковского. Теперь появилась и такая вот. Продюсером данной картины, мы можем здесь видеть, выступил Джеймс Кэмерон. Фильм Стивена Содерберга с Джорджем Клуни «Солярис». И, наконец, последнее издание сегодняшнего видео. Это анимационный фильм от 2 студий DreamWorks и Aardman, которые известны по Уоллесу Громету. Это последнее сотрудничество DreamWorks и Aardman под названием «Смывайся». То есть здесь фильм сам по себе компьютерный, но дизайн персонажей повторяет дизайн, похожий на персонажей студии Aardman. То есть Уоллеса и Громета, Побег из курятника. Здесь у нас персонажи нарисованы в похожем стиле. Картина «Смывайся». Веселый анимационный фильм. До этого не было в коллекции данной картины, но теперь появилась. Еще один анимационный фильм в коллекцию. Это был последний фильм на сегодня. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. А на этом все. Пока.